Водолеи, здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Расклад на следующую неделю. И неделя с 8 по 14 июня нас интересует. Давайте посмотрим, что ожидает водолеев в этот период времени. Какие же карты вам сегодня выпадут. Я напомню, что это общий таро-прогноз. Надеюсь, большинству из вас он подойдет, окажется полезным. Обязательно пишите ваши комментарии, оставляйте ваши отзывы, насколько видео вам заходит, насколько оно подходит непосредственно к вашей ситуации и насколько оно резонирует с тем, что происходит в вашей жизни. Итак, водолеи, давайте посмотрим. Неделя с 8 по 14 июня. Что же интересного произойдет у вас? Итак, пока я перетасовала колоду, напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, не забудьте это сделать. Также можете оставить лайк, сообщение под этим видео. Итак, водолеи. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Интересно, обращаю сразу ваше внимание, что очень много персон, людей. Смотрите, король, королева, рыцарь жезлов. Люди, да, то есть ваша неделя может быть наполнена общением с большим количеством людей. Вот прям как, знаете, очень много каких-то разговоров, каких-то диалогов, которые вы ведете с окружающими на работе, или знакомства какие-то, или ваши родственники, неважно. Но вот здесь вот больше, учитывая мечи и жезлы, наверное, больше каких-то вопросов, касающихся работы, вашей решительности, в ваших действиях. Особенно начало недели. Туз мечей, король мечей, королева мечей, все они держат меч. То есть необходимость решить какую-то проблему, какой-то вопрос, чтобы вести себя здесь смело и решительно. Вам этот меч потребуется. Он позволит вам, может быть, отсечь какую-то ситуацию, найти выход из какой-то ситуации, решить какой-то вопрос вот этим мечом, отсечь какую-то проблему. Или к вам может прийти идея, мысль, потому что мечи — это мысль. Это не так действие, как мысль, то, что рождается в голове вашей. Как поступить, чтобы что-то поменять, чтобы по карте туз это всегда перемены и новое начинание, чтобы что-то поменять кардинально на что-то новое, новая идея возникает. Как действовать вот этим мечом, а здесь огнем и мечом. Знаете, произведение такое есть, огнем и мечом. Вот вы здесь думаете о том, как вам нужно решить какую-то проблемную ситуацию, какой-то вопрос, и вам это решение приходит, и оно вас освобождает от какого-то вопроса. Но давайте посмотрим, что здесь еще будет у водолея. Вот здесь вот первый день, в понедельник, у вас туз мечей, выпал пажон пентаклей. Опять-таки паж, опять персона, опять человек. Очень много здесь действительно может быть людей, причем любые стихии: воздушные, огненные, водные, земные, да, но воздуха очень много, то есть ваших воздушных весов, близнецов, с которыми вы можете общаться, водолеев, как вы. И здесь с пажом пентаклей, может быть, вы по пажу пентаклей принимаете решение, да, использовать какой-то шанс. Вы готовы здесь быть решительными, смелыми, чтобы когда вам стучится в дверь какое-то предложение, открыть дверь этому предложению и воспользоваться этим предложением. Оно может быть выгодным для вас, удачным, как какое-то предложение по этой карте. Может быть, решение ваше чему-то научиться, потому что паж пентаклей — это ученик. Да, как подмастерье, возможность чему-то учиться, совершенствовать свои навыки, чтобы потом, к примеру, больше зарабатывать или вот что-то такое делать. То есть вы по пажу пентаклей готовы использовать эту возможность, усердно над чем-то работать или учиться, и вам это принесет потом хороший результат. И карта короля мечей — готовность здесь быть ответственными за свои решения, быть очень такими властными. Постарайтесь контролировать ситуацию, которая происходит в вашей жизни. Вы здесь очень много размышляете, вы здесь очень-очень стратегичны в том, что вы делаете, да, стратегию выстраиваете какую-то, король мечей. Ну, это такой вот мыслитель решительный, да, карта короля мечей. Проявляете свои качества на полную. Качество водолея, умение общаться тоже для вас здесь важно, и вы как-то умело это обыгрываете, умело используете. С десяткой мечей здесь возможность, благодаря
ответственности, контролю завершить какую-то стрессовую ситуацию. То есть вот что-то, что вызывало у вас отчаяние, разочаровывало или вызывало какой-то дискомфорт. То есть вы здесь сможете этот вопрос решить. У кого-то здесь что-то касающееся общения, там, может быть, с врачом, да, решить какую-то ситуацию там, с помощью медицины, обращаясь к врачу за консультацией или советом тоже. Вот она, десятка мечей. То есть десятка мечей — это явно дискомфорт, это что-то некомфортное, неприятное, что-то, что как будто бы вами воспринимается как бедствие, что-то вот как стрессовое для вас. И вы решаете этот вопрос здесь. Вы думаете, каким образом это можно сделать, что необходимо сделать, какие действия соответственно. Королева мечей, она тоже про разговоры, в частности, про умение быть очень прямолинейными, говорить о своих целях, о своем видении ситуации окружающим людям и не бояться при этом быть осужденными, осмеянными. То есть вы здесь очень можете быть проницательными, видеть какие-то детали. Вы можете, вот она здесь держит голову врага пораженную, да, можете быть очень решительными в том, как вы решаете вопросы. То есть быть очень-очень категоричными такими по этой королеве мечей. Может быть, общение, я уже говорила, с воздушным знаком, как вы, это весы, близнецы или водолеи. Итак, следующая карта, которая у вас здесь есть, это карта рыцаря кубков. Снова рыцарь, что-то у вас прям все люди двора здесь собрались, рыцари, короли и королевы. Рыцарь кубков, водная стихия, водный знак, раки, рыбы, скорпионы, общение с ними. Или здесь вы вдохновлены какой-то идеей, решительно готовы действовать, чтобы ее достигать, добиваться. Здесь могут быть какие-то честные, прямолинейные разговоры, чтобы чьи-то скрытые намерения рассеять или снять розовые очки с кого-то, какое-то вот такое вот здесь состояние по рыцарю кубков. Если вы с кем-то здесь знакомитесь, то здесь свидание как собеседование, то есть прямые какие-то вопросы, прямые ответы, которые могут быть получены. Можете быть очень решительными и совершать какие-то поездки, вдохновленные идеей, опять-таки, достичь какой-то определенный для вас результат важный, который вам хочется. Неважно, чего он касается, может быть, работы, даже несмотря на эти кубки. И король жезла — ваша целеустремленность, успех, который вы здесь получаете благодаря этой целеустремленности. Может быть, общение с огненным знаком, лев, овен или стрелец. Вот здесь вот это ощущение силы по королю жезлов. Он держит этого льва на цепи привязанного, то есть ощущение власти, влияния, умение своим там честолюбием достигать целей, своей активностью, умением быстро принимать решения, соответственно, да, в ситуации динамичной, которая меняется по королю жезлов. Здесь, да, возможность добиваться результата, который вам хочется и о котором вы мечтали. Здесь, кстати, с семеркой кубков могут быть еще какие-то варианты, как поступить и как сделать, но вы стараетесь принимать решение, которое приведет вас к успеху, потому что основная карта все-таки короля жезлов — успешность, и также умение быстро реагировать и быстро принимать решения, быстро делать выбор, даже если сложно, в каких-то трудностях быстро ориентироваться. Карта королева кубков, водная стихия, водный знак, раки, рыбы, скорпионы, возможно, общение с ними, королева кубков. Но и также здесь вы можете получить какое-то внимание извне. Кто-то вам говорит приятные вещи, говорит. В целом можете быть как будто бы под влиянием успеха. Что-то получилось, и другие могут вас за это хвалить. Или к вам приходит ощущение спокойствия, что я смог или смогла это сделать. Да, соответственно, простите, пожалуйста, соответственно, ощущение спокойствия от достигнутого, от полученного или от того вот состояния в целом, окружения, которое вокруг вас. То есть вот тех вот эмоций, как-то больше эмоций по королеве кубков в пятницу. Восьмерка жезлов тоже, я уже говорила, какие-то быстрые события, динамичные в конце недели. Вот много сообщений, много общений, звонков, диалогов с другими людьми. Вот особенно в конце недели они какие-то более от решительных, категоричных, прямолинейных, таких более жестких переходят к более плавным, где много такой благоприятной обстановки, много доброжелательности, много комплиментов, много похвалы какой-то, да, умение правильный тоже кому-то сказать комплимент или какие-то правильные вещи в общении, в вашем общении с другими людьми. Хороший успех, который у вас есть здесь, и прорыв, прогресс, и ощущение радости от того, что этот прогресс у вас здесь есть. Карта четверка пентаклей, ощущение власти от того, чем вы обладаете, что вы имеете, и также желание сохранять
то, что у вас есть, и не потерять ни в коем случае по 4 Пентаклей. Может быть, даже какая-то жадность, которая здесь присутствует касаемо финансов, денег, то есть нежелание потерять какие-то деньги, и вы стараетесь где-то сэкономить, где-то быть более прижимистыми по этой карте. Также попытка найти какое-то решение с минимальными потерями по этой карте, то есть удержать свои позиции, устоять на своем вместе с картой звезда. Мечты, цели ваши все направлены на то, чтобы по 4 Пентаклей как получить какое-то наследие или сохранить то, что ваше, что вам принадлежит. Это мое, да, это никому не отдам. И у вас есть цель — это сохранить, сберечь, может быть, приумножить, да, может быть, накопительством. То есть есть такая надежда. И также вас вдохновляет то, что у вас есть. То есть вы цените то, что вы имеете в этот день. Карта рыцаря жезлов, огненная стихия, огненный знак, лев, овен, стрелец. Возможно, общение с ними, возможно, ваше проявление здесь себя по такому вот огненному признаку. То есть здесь больше решительности, рискованности, амбициозности вашей и готовности шагать во что-то новое, какие-то решительные действия предпринимать, не бояться рисковать. Шут, он рискует, рыцарь жезлов, он рискует. Он сначала делает, потом думает. Шут сначала делает, шагает, делает шаг, потом падает он в пропасть или взлетает над ней. Уже зависит от ситуации. Но вы здесь по рыцарю жезлов где-то рискуете в чем-то. Но я не думаю, что это какой-то плохой риск в конце концов. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И вы здесь готовы к этому риску, соответственно. Да, вы не боитесь его. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для водолеев, мы завершаем. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, оставить свое сообщение, свой лайк, если видео вам понравилось. Я буду очень-очень признательна вам за такую активность. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого!